Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, рада приветствовать вас на своем канале. Благодарю прежде по традиции за лайки, комментарии, которые оставляете под моим видео. Благодарю также за то, что финансируете мой канал. Я безмерно вам благодарна, мои хорошие, и четко знаю, что вам вернется в разы больше. Я прошу об этом Вселенную. Так, сегодня у нас тема нашей чашечки. Это подарки судьбы. Посмотрим, что приготовила вам судьба, какие такие подарки. Какие такие подарки. Так, здесь говорят, вот как отправная точка, либо то, что было у вас, вам было очень тяжело. Прям тяжесть такая, на лошадку вы похожи, которая тащит на себе какой-то непосильный груз. Груз даже больше, выше головы ее. Но это хозяйство, может быть, домашние какие-то дела. Тут большущая такая курица, темная причем. Это она занимает и ваши мысли, это больше такие семейные какие-то дела, вопросы, проблемы, которые вам необходимо было решать постоянно. Что здесь? Так, вы знаете, просто, ну, я вижу принц с подарком на такой толстой лошади к вам. Принц не принц, но подарок человечек держит. А кто это такой может быть? Так, смотрите, это что-то касается деток. Деток, возможно, для ваших детей. Угу. Да, а вы будто бы вместе. Я так понимаю, что это человек, с которым у вас либо общие дети могут быть, тут у кого как проигрывается, если есть такой человечек, тут какой-то подарок он может вашим детям и преподнести. А у вас в голове совсем другой человек. Да, понятно. То есть здесь может быть, смотрите, проигрывается как? Супруг привозит подарки вашим детям, а у вас в голове совсем другое. Вы куда-то, мысли ваши скачут в совсем другом направлении. Так, и что же это? Тут какое-то воссоединение двух равноправных партнеров с крылышками, два ангелочка, темных ангелочка, но они такие милые, темненькие. Они почему? Потому что тут страсть идет. У них тела складываются в такое сердце. Они два одинаковых, абсолютно одинаковых ангелочка. У кого-то крылышки вверх, у кого-то в стороны. Ну, здесь девочка и мальчик. Ангелочки-чертенки очень интересные. Два в одном. Амурчик здесь. Так, любовная тематика проигрывается. Амурчик еще один. Ой, как интересно. Здесь рыбка. Так, ну все-таки это чувственная сфера. Что-то у вас в любви будет налаживаться. Возможно, встреча с любимым человеком, либо с человеком, которого вы ждали давно. Девушка меняет прическу. Интересно так делает. Какая-то коронка такая на голове смешная. Но здесь что-то похоже на маленькую принцесску, невесту, что-то в этом роде. Но в голове у вас, конечно, полный траблы. Там мысли
обо всем, но только не о себе самой, немножко не здесь и сейчас вы абсолютно. Постоянно в проблемах, в каких-то делах, даже в моменте счастья у вас половина вашего мозга занята другими проблемами. У вас вроде вот предоставляется какая-то возможность расслабиться и побыть в том счастье, в том моменте, здесь и сейчас, но не получается. В голове, над головой вот эти все мысли. Мозг такой большой и все думает, думает. Дорога все-таки будет, сердце вырисовывается прямо. Вы будто бы сходятся две дорожки, ваша и мужчины, и сердечко между. Встреча будет рыбка. Рыбка еще одна. И все-таки здесь касается любви что-то. Так, что же еще здесь может быть? Что же еще? Что-то касательно дома. Дом, именно ваш дом, тот домик с крышей. Возможно, будете решать какие-то проблемы, связанные с жилищем. Кто-то продавать, кто-то покупать. Ну, вот такие моменты. Светлое. Закончится, должно быть все хорошо. То есть в ближайшее время здесь сулят хорошие перемены. Вы знаете, вы будто бы не сможете отпустить все-таки прошлое, вы за него цепляетесь. Вот человечек такой грустный, такой стоит, уже переросток, большой ребенок, переросток за игрушку держится большую. Ну, здесь как страх потерять что-то из прошлого. Ну нет же, там все, что вы оставляете, можно отворачиваться, благодарить, отворачиваться и идти в свое новое, потому что там уже все, свалка ненужного. Да, в прошлом уже все сметено. Осталось буквально совсем чуть-чуть. Еще какой-то шаг вам сделать для того, чтобы просто отвернуться, мне кажется. Вот просто отвернуться, и негативное какое-то влияние прошлого уже перестанет на вас действовать. Но все равно голова повернута влево, в прошлое. Почему-то я вижу вот постоянно. Нет радости. Вот я не вижу здесь радости в чашечке. Немножечко так, я бы так, с грустинкой. Не пасмурная, нет, чашечка хорошая, но нет такого, знаете, веселости. Личики все такие прорисованы, практически все одинаково сосредоточены, немножко с грустинкой, как будто бы прошлое уходит, а будущее вот еще как-то так радостное, не совсем и то, вот, как-то так. Вот эта девушка, которая как на невесту похожая, да, с красивой прической, темная, темноволосая, либо, ну тут мысли, конечно, больше темные какие-то, замороченные, не темные, то есть никому вреда нет, но какие-то замороченные. И все равно вот тут как бы так и личика даже нет. Два человека за столом обсуждают, вам придется что-то обсуждать. Два равноправных партнера. Один приехал откуда-то, что-то пытается доказать. Прям встает так на ножки, за стол держится. А второй говорит, у меня семья, дети, мне нужно их кормить. Вот что-то такое вот будет. Но здесь какой-то такой между деловым и дружественным каким-то разговором, но тут дружбы я не вижу. Лица, может, это два друга, но они как-то в перепалке какой-то здесь. Не мужчина и не женщина, может быть и то, и другое. Прямо лбами вот так вот смотрят друг дружку лицом к лицу. Пытаются что-то доказать.
Одному нужно куда-то ехать, собираться как можно быстрее. Он от этого отталкивается, да. А второй говорит почему-то о том, что семья и дети, нужно об этом позаботиться. Это может быть как мужчина с женщиной, так и разговаривать, так и мужчина с мужчиной, либо с женщиной с женщиной. Тут все по-разному у всех может быть. Но закончится, вам говорят, все более-менее полюбовно. Как-то вы придете к консенсусу какому-то, решите этот вопрос. Тут обнимашки. И понимание, по крайней мере, сделали вид, что поняли друг друга. Танец какой-то. Здесь все-таки может быть мужчина с женщиной в перепалке, потому что здесь как бы дневная беседа переходит в вечернюю какую-то прогулку и танец. Возможно, это тот человек, который как к вам спешил, когда вас соединение показывает. Тут, в принципе, не один человек к вам приходит за это время. Я не знаю даже, как вам очертить время, у всех по-разному. Вот все спрашивают многие девочки, скоро это сколько, это когда. Скоро у всех по-разному, девочки мои дорогие. Давайте смотреть приблизительно месяц. Плюс-минус. Плюс-минус какие-то дни. У кого-то это, вот я сейчас что-то рассказываю, у кого-то это уже могло проиграться. И я смотрю, что по-разному. Здесь скрещение рапир. Интересно так. Но, вы знаете как будто бы просто ради шутки какой-то спор возможен. Человечек играет на каком-то инструменте с длинной такой рукоятью и похоже как-то на гитару, только как-то странно держит. Грустная песня. Что-то все-таки вечерняя какая-то прогулка, и там, может быть, вечером вы будете видеть человечка, грустно играющего грустную какую-то мелодию на улице с вашим молодым человеком, когда будете проходиться. Угу. Смотрите, здесь интересно. Может быть, отдых у кого-то, волны, кто-то купается. Ну, не мудрено, конечно же, лето, жарко. И кому-то удастся все-таки в наше сложное время выбраться. Да, препятствия были, но они за вашей спиной. Да, здесь прям гора за вашей спиной, но у вас получается. Вы прям наслаждаетесь, купаетесь. Но все равно вот личики все очень такие сосредоточенные, хорошие, но не очень веселые, не очень веселые. Вы теперь знаете, как думаете о том, как назад, потому что вы видите тоже небольшое препятствие перед собой. Пока наслаждаетесь отдыхом, где-то задумываетесь. Растущий месяц вам улыбается. Это, наверное, о загадывании желаний. Да, да, девочки, загадывайте желания. Но здесь отдых может проигрываться у многих. Расслабленное состояние. Возможен курортный роман какой-то. Смотрите, у всех по-разному, потому что я здесь говорила и о соединении каких-то человечков двух, да, двух равноправных. И здесь уже вижу, как еще возможность курортного романа. Тут сердечко, море проигрывается. Человечек расслаблен. Все-таки вам больше намекают на то, что прошлое оставляйте уже все. Думайте больше о будущем. В будущем очень много интересного. Очень много дверей открывается перед вами. Очень много. Ну, по крайней мере, раз, два, три. В разные сферы. Есть хорошая практика. Вы стоите в комнате.
со множеством дверей. Комната может быть круглой, квадратной, но двери расположены по всему периметру. Светлая, интересная комната. Двери красивые. Вы подходите к одной двери, на которой написано «Семейное счастье, благополучие». Открываете и видите все, что вы там хотите, подразумеваете под этим. Забираете, входите туда, да? Забираете, все это наваливается на вас. И вам ощущаете комфорт, счастье. Открываете, подходите ко второй двери, вам указание, да, написано на этой двери богатство. Вы открываете эту дверь и получаете все, что вы хотите от этого участочка, да, от этого сегмента счастья. Много денег, либо хорошую работу, бизнес и так далее. На каждой двери может быть своя какая-то надпись. Подходите к третьей двери, на ней указано, например, хорошие друзья. Друзья, которые могут поддержать в любую минуту. Искренние, верные. Вы открываете, и там стоит то количество людей, да, либо те люди, которые вам дороги. Любовь, взаимопонимание. На четвертой двери указана табличка. Вы открываете ее и видите вашего прекрасного партнера, который смотрит на вас и дарит, возможно, девушкам колечко. А если мужчина смотрит, то вы видите свою прекрасную даму, которая говорит: да, я согласна. Вот так вот. Вы забираете это все богатство себе. Все из дверей. Можете представить другую дверь и еще и посмотреть, что же там интересного. Вот, тут говорят, что все в ваших руках абсолютно. Главная задача этой чашечки было вам показать, что прошлое нужно легко отпускать. В прошлом было все, но вы живете в настоящем. В будущее еще не наступило, и прошлое уже давным-давно прошло. А живите здесь и сейчас, моментом здесь и сейчас. Многое об этом было сказано, и песни спеты, и все равно люди почему-то поворачиваются в прошлое, окрашивают его красками, оно абсолютно не нужно. Дайте прошлому быть прошлым, потому что оно прошло. Вот. Чашечка интересная, замечательная, такая с грустинкой своей, но все же интересно. Здесь важная такая птица высокомерная. По дороге вам может встретиться человек, именно в дороге вам может встретиться человек, который такой высокий пост занимает, может военный какой-то даже, что-то такое. Либо такой человек не только может встретиться, но и повлиять на вашу жизнь. Очень много связано с отдыхом. Вам прям прочат, отдыхайте, хотя бы вот недельку возьмите отдыха и отдохните. Минимум неделька. Так, ну вот еще одно грустное личико, которое как капелька такая, лицо, инопланетянин странный. Больше на женщину похоже, губки бантиком. Грустит о чем-то. Грустит о том, что прошлое, опять прошлое. Прошлое как-то уходит, вот, что-то вы о чем-то жалеете. Но вы смотрите в будущее, все-таки вот вам окошко открывается, какая-то дверь, окошко, вы смотрите в эти двери, уже выбрали для себя, по крайней мере, одно счастье, вы приняли их себе в жизнь. Буквочка А прорисовывается, ух ты. Сердечко. Очень много сердечек здесь. О, первое радостное лицо увидела. Человек, мужчина, очень добрый мужчина, держит на руках. Вы знаете, как мужчины держат сверху вот так малышей, когда сидят они на шее. Очень добрый мужчина. То ли по волнам бежит. Невероятно, с большим сердцем, с хорошими намерениями. Вижу человек
у него там ребенок наверху сидит, и он бежит по волнам, играется с ним. Ну, здесь прорисовывается такой пляжный отдых, я вижу. Что-то закончится, что-то уйдет из вашей жизни. Что это такое? Сейчас посмотрю. Знаете что? Какие-то сомнения. Уходит нехорошее что-то все-таки. Но вы зацепляетесь, вот прям этот крестик имеет такую ручку, и он цепляется за то, что уходит, за прошлое. Но впереди просто замечательно, замечательно. Вот если вы отпускаете это прошлое, впереди вам просто путь открывается, такой интересный, светлый путь. Новое буквально вваливается в вашу жизнь, и все очень даже интересное, хорошее. Взаимопонимание, любовь. Тут люди сидят светлые, со светлыми такими мыслями, тоже за столиком, что-то обсуждают. Здесь прорисовывается по большей части много отдыха, обсуждения какого-то. Так, а что же это все-таки может уходить? Какая-то проблемы, такие прям с большим количеством ножек, ручек. Это многоножка какая-то такая, как монстрик. Очень похоже, знаете что, на надуманные проблемы, вот они уходят. Почему говорю надуманные проблемы? Вот этот страх детский, такой из американских фильмов. Монстр в виде клоуна. Вот, оно уходит, закрыто. Такой монстрик уходит из вашей жизни. Надуманная какая-то проблема, возможно, просто прошлые отношения проблемные, абьюзивные, потому что здесь реальный такой, он уже лишается своих ручек, лишается возможности до вас как-то докопаться и оставляет вас. Так, вот знаете, что еще ходит? Такое существо, похожее на какую-то рептилию. Прям на голове этого монстра. Угу. Так, смотрите, здесь человек, буду говорить сейчас таким языком, не для всех может понятным, девочки, ну не знаю, в ютубе полно, наверное, будет видео по этому поводу. И человек, одержимый сущностью, какой-то сущность, которая буквально вот грызет его, не дает покоя, это уходит от вас. Угу. Это может быть старые отношения, прошлый там супруг, который вам доставлял очень много неприятностей и, я думаю, даже нехороших моментов. Какой-то нехороший друг, называвший себя другом. В общем, другие обстоятельства от работы неприятной такой. Ух ты, силач. Вы как будто бы так справляетесь с этим. Вы показываете ему такой большой, такой нехороший знак. Вот, типа, да пошел ты. Вот, и показываете свою силу. Такой силач стоит и свои бицепсы накачанные показывает. Вот так вот, говорит. Я с тобой могу разделаться. Но вас все-таки уводит что-то хорошее. Говорит, отворачивайся от прошлого, поворачивай свою голову сюда, и какой-то человечек вас уводит в будущее, в настоящее в будущее, чтобы вы отвернулись. Типа, хватит ему силу свою показывать, хватит с ним мериться, давай отворачивайся от него и иди. Грустный львенок. Так. Здесь что-то интересное такое рождается, сила ваша рождается. Вот буквально вы из этого всего прям почерпнете силу, большую силу. Зарождающаяся такая сила у вас в прошлом была заложена она, и вы вот забираете эту силу из прошлого и трансформируете ее во что-то хорошее. Эта сила вам дана. Мощнейшая, такой большой львенок, но это львенок, все-таки начало.
Очень грустная чашечка, но милая. Что-то вам не хватает. Грусть по прошлому оставляйте и вперед. Здесь не нужно грустить. Буду заканчивать, мои хорошие. Еще я так основные моменты сказала. Скажу еще, знаете как, что финансы будут все-таки вам улыбаться, время от времени приходить. Даже есть такой большой участок, большой, возможно, какой-то выигрыш, либо, ну, выигрыш, я всегда говорю, это как бы выигрыш судьбоносный, да, то есть то, что вам все-таки судьба дает, не лотерея, но, а скорее жизненно заслуженная денежки, которые вы получите, и, возможно, большую сумму, которая вам нужна была. Вы давно об этом думали, об этой сумме денег? Об этой сумме не могу не сказать, потому что вот буквально тут же бросилось в глаза. Давно думали об этой сумме денег и получаете, каким-то дивным образом получаете сумму денег. Почему давно идея такая старая уже, знаете, обросла бородой. Что-то связано с домиком. Возможно, на ремонт дома. Вы боялись, что это не получится. Тут такой зайка. Да, зайчик. У вас страхи по поводу своего жилья или что-то такое. Тут зайчик под домиком и боится, поддерживает. Очень похоже на зайку, которая своей вот глубиной квартирки живет и боится, что его выгонят. Ну, в общем, тут все нормально получается. У вас даже какой-то покровитель, что ли, либо просто большая сумма денег как-то появляется. Ну, прям удивительно так. Смотрите, ну не у всех, конечно же, но я бы хотела, чтобы у всех. Вот я прошу Вселенную, чтобы вот кто заслужил, пожалуйста, пользуйтесь. Какая-то победа, прям вы на коне стоите, что-то. Как иерофант прорисован такой большой, и вы на коне стоите в 2 раза меньше, даже еще меньше. И он так ручки к небу возносит и говорит о том, это как защита ваша от высших сил. Вот такие моменты. Преодоление препятствий вам показано здесь. А с радостью в сердце, с просто сердечной такой вот. Здесь скорее говорят преодолевать препятствия все по жизни с благими намерениями. То есть не злиться на людей. Если злитесь, прощайте себя. Ну, вот как-то так. Отдых. Тут отдых, отказ от прошлого и принятие самой ситуации. И загадывать желание, конечно же, когда уже начали жить здесь и сейчас. Тут желания начинают исполняться. Что же еще? Ребенок играется с собакой. Интересно. Да, тут отдых. Все-таки отдых. Лица такие одухотворенные, спокойные. Человечек стоит такой высокий, ручку так за голову держит, типа вот, наконец-то все получилось. Эх, вот с видом, наконец-то я все это сделал. Смотрит на прошлое, смотрите, у вас все-таки говорят, что вы сможете смотреть на прошлое, вот типа, какой же я молодец, всего этого достиг, все. И дальше вот открытые двери, это ваше будущее. Это ваше будущее. Вот так вот. Я думаю, на сегодня все. 29 минут мы с вами общались. Дорогие мои, я рада была вам показать все эти моменты. Буду с вами прощаться. Пускай самое лучшее реализуется в ваших ситуациях, в ваших жизнях. Я буду с вами прощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.